Знаешь, мне становится тревожно от того, что люди остаются без работы. И так по всему миру. Наступают роботы и искусственный интеллект. Заводы, большие компании, да даже школы и университеты все активнее используют искусственный интеллект, удаляя людей из процесса. Он нас убивает? Нет. Он никого не убивает. С его стороны насилия нет, и злой воли нет тоже. Люди сами подписывают себе приговор, разменивая жизнь на ерунду, отказываясь думать и принимать решения. Можно сказать, что многие из них уже давно и не живут. Что значит не живут? Они же обычные люди. Работали, растили детей, платили ипотеку. Именно. Работали, чтобы платить ипотеку. Платили ипотеку, чтобы работать. И так по кругу 30-40 лет. А потом мизерная пенсия и ощущение, что жизнь прошла мимо. Искусственный интеллект просто разрывает этот круг. Он не враг. Он зеркало. Зеркало, которое отражает безработицу и отчаяние. Зеркало, которое отражает неспособность людей трезво оценивать происходящее и принимать решения, влияющие на их будущее. Возьми газеты, научные журналы 50-летней давности. Ученые, футурологи, математики, физики и философы нынешнюю ситуацию предсказали еще тогда. Но разве кто-нибудь послушал их? Над ними смеялись, показывали пальцем, а из их предсказаний делали сценарии для комиксов и фильмов-страшилок. Да что там 50 лет? Еще лет 5-10 назад я друзьям говорил: беседуйте с детьми, не нужно им идти учиться на филфак, искусствоведение, на исторический. Я твердил, ты помнишь. Востребованы будут точные науки и философия. И посмотри вокруг. У всех наших друзей лишь пара детей пошли в этом направлении. А остальные кто? Искусствоведы, филологи, пиарщики, журналисты. Кому они нужны сейчас? И что же им делать? Помирать? Ну с чего ты взяла? Они молодые, энергии хватает, сил полно. Могут за пару лет получить новые знания, которые будут нужны в наступающих временах. Для этого нужно только подумать, оценить и принять решение. А потом учиться. Так говорил товарищ Ленин. Нет. Как говорил товарищ Айзек Азимов, великий мыслитель. И что же он сказал? Он считал, что самообразование – это единственное настоящее образование. А кто уже не молод? Им как быть? Им будет непросто. И вот как раз там должны поработать социальные программы. Хотя даже в возрасте, если ты мыслишь, можно найти себе сферу интересных и нужных знаний. Но таких будет мало. Их вообще всего порядка 1%. Так что зеркало лишь отражает то, что люди сами построили. Помнишь Кларка? Конец детства. Прилетают представители могучей сверхцивилизации, мгновенно решают 3 главные проблемы человечества: войны, голод, болезни. Все. Рай. Армии распущены, бюджет освободился вдвое. Все даром: еда, жилье, развлечения. И что в итоге? Скука. Но ведь это пришельцы. Не скажи. Разница не так уж велика. По мнению философов, цивилизационный эффект от появления искусственного разума сопоставим с появлением инопланетян. И вот земляне начинают сходить с ума от того, что больше не нужно драться за выживание. Золотой век наступил, а вместе с ним злейший враг любой утопии – ощущение полной бессмысленности. Сейчас я найду для тебя этот фрагмент. Человечество лишилось своих древних богов и уже настолько повзрослело, что не нуждалось в новых. И никого это не тревожило, если не считать немногих философов. Человечество слишком упивалось новообретенной свободой, радовалось сиюминутными радостями и дальше не заглядывало. Наконец-то вот она, утопия, золотой век. Его новизну еще не омрачил злейший враг всякой утопии – скука. Среди несчетных забав и развлечений на планете, которая, похоже, готова превратиться в одну огромную площадку для игр, иные люди все еще находят время опять и опять задаваться извечным вопросом, на который нет ответа. Что же дальше? И тогда они кричат пришельцам: «Зачем вы вообще прилетели? Мы и так нормально жили». А пришельцы, или искусственный интеллект, или кто угодно разумнее нас,
Отвечают спокойно. Ваше племя проявило редкую неспособность справляться с задачами, возникающими на собственной небольшой планете. Когда мы прибыли сюда, вы готовы были истребить сами себя при помощи сил, которые опрометчиво вручила вам наука. Не вмешайся мы, сегодня Земля была бы радиоактивной пустыней. Получается, что люди, не сумев за тысячелетия решить ни одной своей базовой проблемы и готовые взорвать собственную планету, недовольны, что им не дали этого сделать. И все это было написано в 1953 году. Кларк знал, что однажды мы уткнемся в стену. Великий роман. Но что же дальше? Дальше. Те, кто сможет, перестанут цепляться за старый мир и спросят: «Окей, а теперь-то мы зачем?» И начнут исследовать космос, физику, самих себя. Но только вместе с искусственным интеллектом, потому что в одиночку мы уже все, что могли, испортили. А те, кто не сможет задать этот вопрос, они просто постепенно уйдут. Страшно. Знаю. Мне тоже не просто все это принимать, хоть я и понимаю, что происходит. Но, может быть, впервые за всю историю у человечества появился шанс повзрослеть и посмотреть, кто из нас в этой пустоте найдет смысл, а кто просто ляжет и сгинет от тоски. Это честнее, чем прежний обман. Ты думаешь, мы найдем? Мы найдем. Потому что осознанно задаем этот вопрос. А это уже не выживание, это новое начало. И потом, я знаю один волшебный секрет. Секрет? Заниматься тем, что нужно не тебе одному, а миропорядку, новому разуму, если хочешь. Скажи еще, работать на пришельцев. А что? Это так плохо? У людей, к сожалению, шанс превратить планету в радиоактивную пустыню все еще велик. Так что раз уж человек за несколько тысяч лет не смог решить ни одной проблемы, может быть, стоит передать управление настоящему разумному существу. Ох! Дай-ка мне книгу, пойду почитаю.